Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете рецепт лифтинг-подтягивающей маски на основе пищевой соды и крахмала. Маска очень эффективно разглаживает даже самые глубокие морщины. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Основные ее компоненты – это обычная пищевая сода и крахмал. Обязательно соблюдайте порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший очищающий ингредиент, который вы можете использовать в домашнем уходе. Она убирает пигментные пятна, выравнивает цвет лица. Также в момент смывания шлифует поверхность кожи и убирает загрязнение в расширенных порах. Также хорошо взаимодействует со всеми компонентами. Сода – идеальный компонент для омоложения дряблой увядающей кожи. Для этого рецепта нам понадобится 1 чайная ложка пищевой соды. Соду возьмите без горки и следите за тем, чтобы не было комочков. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится крахмал. Вы можете использовать как кукурузный крахмал, так и картофельный. Если у вас есть и кукурузный, и картофельный крахмал, предпочтение отдавайте кукурузному крахмалу, так как он имеет более мягкую консистенцию, дает очень хороший и нежный эффект как в момент нанесения, хорошо подтягивает овал лица, улучшает тургор кожи. Для этой маски возьмите также 1 чайную ложку крахмала. Крахмал возьмите также без горки. Кстати, эту сухую заготовку вы можете приготовить заранее. Хранить эту заготовку можно при комнатной температуре на туалетном столике. И в нужный подходящий момент использовать ее для приготовления домашних масок. Тщательно размешайте сухие компоненты. Вот в этом виде хранить эту маску можно неопределенное количество времени. Следующий этап приготовления этой маски нам понадобится заваренный зеленый чай. Кстати, вы можете заварить и обычный черный чай с различными добавками. Лучше всего использовать зеленый чай. Также заварите его заранее и остудите до комнатной температуры. Зеленый чай – отличный сорбент, хорошо успокаивает кожу, хорошо взаимодействует с предыдущими компонентами, хорошо дополнительно тонизировать кожу будет. Для этой маски нам понадобится 1 чайная ложка заваренного зеленого чая. Тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В момент размешивания ингредиентов постарайтесь их не просто размешать, а вбить так, чтобы все компоненты равномерно распределились. Так как в домашних рецептах приготовления домашних масок я не использую отдушки, консерванты, разрыхлители и загустители, процесс размешивания ингредиентов очень важен. Тщательно взбейте маску до получения вот такой вот приятной консистенции. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Я сказала, что основные 2 компонента – это сода и крахмал. И в зависимости от того, какие дополнительные ингредиенты вы добавите в процессе приготовления, эффективность маски может меняться. Если у вас очень сухой тип кожи, добавьте в сегодняшнюю маску косметическое масло миндальное, либо масло кокоса. Также вы можете использовать для приготовления сегодняшней маски и обычный гусиный или рыбий жир. Это будет давать дополнительное питание и успокаивающее воздействие на очень чувствительную и сухую кожу. Если у вас комбинированный тип кожи, либо жирный тип кожи, вы можете использовать масло персика, виноградных косточек, зародышей пшеницы. Для сегодняшнего рецепта, для усиления увлажняющего и питательного воздействия, я буду добавлять косметическое масло миндальное. Добавьте 10 капель косметического масла. И тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все компоненты. И в последнюю очередь добавьте в эту маску несколько капель касторового масла. Касторовое масло, оно имеет очень плотную консистенцию, очень быстро смягчает кожу, убирает даже самые глубокие морщины. Касторовое масло также вы можете использовать в уходе за кожей шеи, кожей зоны декольте. Также касторовое масло в чистом виде можно наносить и на кожу вокруг глаз. Это будет давать очень эффективное воздействие на самые глубокие морщины. Для этого рецепта нужно взять 10 капель касторового масла.
И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной, приятной консистенции. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Для удобства применения домашних масок используйте обычные емкости от закончившегося крема. Можете хранить эту маску в обычной стеклянной упаковке. Не храните домашние готовые маски в металлических емкостях. Наносить маску нужно на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры. Нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В течение 3 минут помассируйте кожу и уберите верхний ороговевший слой клеток. Затем смойте аспирин водой комнатной температуры и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Эту маску нужно наносить в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу наносите повторно последующие слои. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. А я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.